Думаю, в мире не осталось людей, которые бы не пользовались лампочками. Американцы безумно гордятся тем, что лампа – изобретение Эдисона, хотя на самом деле изобретение вовсе не его. Эдисон был первый, кто предложил выкачивать воздух с лампы. В вакууме спираль не перегорает и служит дольше. А что будет, если вакуум в лампе заменить на воду или на какие-то другие жидкости? Сначала проверим, как быстро перегорит лампа без стеклянной колбы. Для этого воспользуемся старым добрым молотком. Не повторяйте данные эксперименты, с разбитым стеклом игры плохи. Вкручиваем модифицированную лампочку в патрон и подаем напряжение. Лампочка продержалась всего 2 секунды. Посмотрим еще раз с замедленной камерой. Кстати, многие не знают, что лампа не горит, а моргает 50 раз в секунду. При замедленной съемке это очень хорошо видно. Итак, какой вывод можно сделать? Кислород способствует быстрому перегоранию, а что если лампу заполнить водой? Для начала проделываем отверстие, у меня на этот случай есть специальное сверло по стеклу. Не такой результат я ожидал, но тоже сойдет. Заполняем стеклянную колбу лампочки водой. И включаем свет. Перегорело быстрее, чем в воздухе. Вода богатая кислородом, плюс является токопроводником. Попробуем воду заменить на подсолнечное масло. Берем еще одну лампу, проделаем такое же отверстие, опять откололось под весом дрели, и наливаем масло. Какой сильный у него аромат. Даже на запах сбежались разные животные, вот одно из них. Хайпика в сторону и вкручиваем лампу в патрон. Все готовы. И снова перегорание. Как думаете, почему в жидкостях спираль перегорает? Напишите свой вариант в комментах. А также не забудьте про особый YouTube ритуал. Лайк, подписка, колокольчик. До новых встреч и пока-пока.